Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами продолжим говорить о диакритике и поговорим, какие вообще существуют, по моему мнению, исключительно категории диакритических знаков. Диакритические знаки можно разделить на 6 разных категорий. Это моя классификация, она неофициальная, она, скажем так, не относится ни к FontLab, ни к чему, но просто она позволит вам чуть-чуть попроще понять эту тему, если вдруг вы не совсем знакомы с диакритикой, и, скажем так, не запутаться в том, что мы с вами делаем. Первая категория – это диакритические знаки, которые собираются из других компонентов. Как правило, это буквы, которые состоят из двух компонентов, но бывает еще и побольше их, и они представляют собой оригинальную букву латиницы либо кириллицы и какой-нибудь диакритический знак, который крепится к ней отдельно. Обычно в панели Elements мы видим, что их две штуки, и у них вот такой вот значок компонента. То есть N, вот это вот C, A и так далее, это все буквы, которые мы собрали из других букв, используя якоря. То есть если мы ее откроем, то мы увидим, что здесь у нас есть якоря, и на основании этих якорей у нас эти буквы и собираются. Если, например, посмотрим, есть у нас не только топ якоря, но и below якорь. Вот, например, мы его открываем, bottom, вот, bottom, он у меня есть и в букве L, и непосредственно в диакритическом знаке, кома-акцент, bottom, вот в данном случае. То есть это то, что мы собираем из двух отдельных компонентов в единой букве. Вторая категория диакритических знаков отличается от первой тем, что они в принципе тоже собираются из двух компонентов, но они приклеивают и непосредственно контактируют с оригинальной буквой. То есть если мы посмотрим на вот эту букву А, агоник, то мы увидим, что здесь диакритический знак, хоть у нас и отдельно находится, он приклеен к самой букве. И делается это все по такому же принципу, такой же якорь ботом, но он здесь непосредственно к ней прилегает. Но тут есть такой нюанс, что в некоторых случаях, так вот надо поправить, в некоторых случаях вот такие вот куски вылезают, это у нас уже проблема вариативных шрифтов, потому что в момент интерполяции вот эти элементы, когда мы делаем, вот сейчас я открою панель вариативности, куда-то у нас пропала, включаем ее, вот она. Когда мы двигаем, мы можем увидеть, что у нас они происходят неравномерно. То есть тут, конечно, вот если сейчас посмотреть поближе, это у нас два разных компонента в панели Layers and Master. Мы выбрали слой Instance. Вот видите, я начинаю двигать, буквально по одному пикселю делаю, и вот они у нас вот так вот прыгают. Вот, например, вот здесь он отклеился. То есть в целом видно вот такой дефект. Поэтому в таких случаях, конечно, вы для себя сами решаете, как здесь поступить. Иногда целесообразно его приклеить прямо намертво. Но учитывая, что вот этот вот агоник у нас используется в большом количестве букв, но даже, скорее даже не он, а вот какой-нибудь, сейчас я посмотрю, цигиля у нас где-то тут, что-то я не вижу, вот она, например, цедила, она у нас, конечно, сделана попроще, потому что она у нас не имеет вот такого приклеивания к самому краю, поэтому даже если она немножко где-то выступит в процессе интерполяции, это не страшно. Поэтому такую нет смысла приклеивать намертво, потому что, во-первых, она много где повторяется, а во-вторых, делать это каждый раз. Вот она вот на S, на T, еще где-то тут они встречаются у нас, в кириллице они тоже встречаются, если не ошибаюсь. Вот, такие штуки, в общем, иногда нужно понять, как лучше, приклеить ее намертво или нет. И вместе с этим бывают ситуации, когда вот такой простой приклейки одной части к другой буквы недостаточно. Например, если мы посмотрим на букву U и откроем ее. Кстати, у нас должна быть здесь буква Е. Так. Вот она. Вот здесь та же самая история. То есть у нас уже две буквы такие получаются, а вместе с ним еще и буква Ю. То есть здесь еще как-то можно закрыть глаза на то, что она немножко выходит, а вот здесь приходится ее деформировать. И вот
В таких случаях мы можем ее немножко отредактировать, разобрать и приподнять ее так, чтобы она вот здесь продолжала этот рисунок. То есть это буквально нужно вот так ее разобрать, вклеить ее, и тогда все будет максимально плавно. Потому что сделать сюда, добавить обычную цедилу, допустим, агоник это у нас, получится не очень хорошо, потому что агоник у нас выглядит вот так. Сейчас я его добавлю. Видите, у него крепление, если я сейчас ставлю сюда, оно у нас оно не должно быть идеально по центру. Оно должно у нас быть чуть-чуть со смещением. Но если мы просто ее добавим через компоненты со смещением, у нас вылезет вот такая вот штука. Поэтому единственный вариант, который здесь можно сделать, это ее либо добавить в виде элемент референса, сверху повесить дельта фильтр и его потом вот так вот вытянуть, что в принципе тоже рабочий вариант, потому что тогда у нас будет связь между вот этими двумя рабочая. Либо все-таки его прям полноценно вручную вклеить и вот здесь вот так вот его добавить, чтобы все плавненько было. Ну, в общем, вторая категория — это такие спорные диакритические символы, которые либо нужно собирать воедино, либо собирать компонентами, либо где-то и то, либо как-то вот, в общем, без ручной какой-то доработки здесь идеального результата получить не получится. Третья категория диакритических символов — это скорее относится больше к расширенной кириллице, потому что она представляет собой обычные буквы кириллицы, но с добавленным к ним элементом в виде хвостов каких-то разных форм, вот таких крюков, и делается это все за счет скин-фильтров. То есть, по сути, это не совсем диакритический знак, это часть буквы, но тем не менее сделанная она за счет того, что мы скомбинировали отдельно корнер-компонент, корнер-глиф с какой-нибудь буквой латиницы, кириллицы в данном случае. То есть это может быть буква К, буква М, вот они снизу представлены, вот эта буква Л с обычным хвостом, или, например, такая же буква Л, но с острым хвостом, или такая же буква Л, но вот с таким крюком. И делается это за счет отдельных компонентов, которые у меня в конце списка представлены. И вот у меня три разных варианта. Это обычный хвост, хвост острый и хвост в виде вот такого крюка. И он у меня также есть и для маленьких, для строчных символов тоже представлен. То есть это вот такая вот комбинация символов, которая дополняет и изменяет наши буквы кириллицы. Но здесь еще есть такой нюанс, что скин-фильтр нельзя просто так вот повесить на какой-то символ. Иногда бывают небольшие искажения. Если мы, например, посмотрим вот сюда, откроем сейчас эту букву, то в принципе здесь я повесил скин-фильтр в виде корнера с крюком. Но в буквах И в особо жирных начертаниях, но при этом узких, приходится компенсировать ширину вот этих вот вертикалей. А так как корнер-компоненты у нас имеют заданную какую-то ширину, происходят различные косяки. Например, вот тут, сейчас если мы посмотрим, что вообще здесь, в принципе, все достаточно как бы нормально выглядит, но при этом мы видим, что вот это И у нас имеет не равномерную вертикаль, как, например, где-нибудь вот здесь. То есть сверху 100, снизу 100. Здесь в узком начертании мне пришлось ее сделать значительно меньше по сравнению с буквой, например, H, где ширина у нее 120 вертикали, а здесь ширина 112 на 107. И вот снизу 112. И при этом, как видите, у нас этот скин-фильтр, он в целом нормально выглядит. Но по умолчанию, если мы его сейчас сюда добавим, и, точнее сбросим его положение, выглядеть он будет хуже. Сейчас он обновится. Вот так он выглядит, когда мы добавляем его на такую узкую вертикаль, хотя он рассчитан на ширину в 120 юнитов. Смотрим сюда, видим, что он у нас вот так вот криво стал. Как эту проблему исправить? Мы можем его немножко ужать по горизонтали. Мы выделяем его вот здесь, и вот теперь вот в этом поле начинаем его немножко вот так сдвигать. Например, там вот этот перебор, а вот так вот 93 это уже достаточно. Жмем пробел и проверяем.
целом получилось более-менее гладко. Конечно, мы когда потом разберем этот символ и вот эти части мы подправим, мы вот этот вот немножко такой уголок, мы его подкомпенсируем. Но, по крайней мере, в таком виде вполне себе уже у нас неплохо все выглядит. Иногда они еще бывают, тоже эти скин-фильтры съезжают из-за того, что там их положение немножко изменено в начале. Что мы можем сделать? Мы можем его немножко сместить. Выделяем его, и мы можем его по X или по Y сместить. Вот таким образом. Это, конечно, здесь неуместно, потому что деформирует сам контур, но тем не менее, если вдруг что-то у нас съехало, мы можем его немножко спозиционировать выше, ниже, вправо, влево и так далее. Четвертая категория диакритических знаков, по моему мнению, это символы, которым нужно не просто что-то добавить из другого компонента, а сделать небольшое изменение самого контура. Что-то где-то отодвинуть, где-то что-то врезать, где-то что-то добавить. Например, если мы в латинице посмотрим, то мы увидим букву D, Decrot, у которой есть вот такой вот бар. Делать этот бар ради одного символа, по большому счету, в виде отдельного компонента, в виде отдельной ячейки абсолютно нет смысла. Поэтому самый простой вариант — это просто добавить сюда вот такую вот горизонталь и подогнать ее под визуальное там соотношение размеров. Вот. И тут еще важный момент, мы как бы сделали в обычной версии. Мы просто бы добавили компонентом букву D и добавили к ней вот этот бар и подредактировали. И в целом, да, рабочий вариант, почему нет, но дело в том, что нам желательно немножко расширить вертикаль этой буквы, и поэтому добавлять ее нужно не компонентом, а элемент референсом, чтобы можно было ее дельта-фильтром немножко раздвинуть, и если вдруг какие-то будут изменения контура, мы это все увидели здесь. Это первое. Второе, когда мы в будущем делать будем хинтинг, не рекомендуется создавать ячейки, в которых одновременно и компонент, и простой контур. Почему именно так, не знаю, но во многих инструкциях по хинтингу рекомендуется такие ячейки разбирать и делать их обычным контуром, чтобы на них хорошо сел хинтинг. Это особенно актуально для TrueType хинтинга. Вот. Ну, для примера таких букв у нас вот это D может быть. Потом, что у нас еще есть? Например, вот эту букву К с вертикальным вот таким строком я сделал из обычной буквы К, но раздвинул дельта-фильтром, как вы видите здесь, вот эту диагональ и добавил к ней вот такую перекладину с вот таким вертикальным баром, который делает ее из обычной вот такой К вот такую своеобразную. И при этом у нас с вами есть связь между этими элемент-референсами, и все нормально у нас вот работает. Хотя, казалось бы, мне бы пришлось ее рисовать с нуля. То же самое у нас, например, с буквой Ч есть, которая у нас имеет вот такой вертикальный тоже бар. Здесь мне пришлось дельта-фильтром обычную букву Ч раздвинуть, растянуть, чтобы я смог по центру нее вставить вот такой вертикальный бар, и проверяем. Связь у нас должна быть. Вот, конечно, все лагает, но тем не менее, вот мы видим, что у нас здесь все сохранилось. Пятая категория диакритических знаков – это буквы, которые сами по себе уникальны. Они больше особо нигде не повторяются, и поэтому единственный способ ее добавить в наш шрифт, чтобы сделать расширенную кириллицу или латиницу, это просто ее нарисовать с нуля. К таким буквам можно отнести, например, букву Х абхазскую, или, например, что тут у нас еще есть уникального есть, это буквы ОЕ, АЕ, их нужно вручную собирать, их дельта-фильтрами или как-то элемент-референсами, особо ее не подвинешь. Или, например, такая буква SZ. В общем, эти буквы нам надо прям вручную рисовать. Без этого особо ничего не, ничего не поделаешь. В общем, рисовать их нужно и прямо вручную просчитывать все пропорции, чтобы у нас вот это вот все нормально работало. Но, по крайней мере, таких букв не очень много, и в целом это займет у вас там, максимум пару вечеров, чтобы добавить их к вашему шрифту. И последняя категория – это локальная альтернатива. Локальные альтернативы – это, по сути, не то чтобы не обязательные буквы, они обязательны, если мы говорим про какой-то конкретный язык, но в целом далеко не во всех шрифтах они присутствуют. Что это такое? Это, по сути, точно такие же обыкновенные буквы, но с особенностями. Например, если я посмотрю на букву Z с хвостом,
то в большинстве шрифтов она выглядит вот так. Но если мы посмотрим на башкирский язык, на башкирскую кириллицу, то мы увидим, что она должна выглядеть у нас вот так. И для таких целей мы, то есть вот я сейчас две возьму, по умолчанию она выглядит вот так в шрифтах, но если мы переключаемся на именно башкирскую раскладку и печатаем текст на башкирском языке, было бы здорово выглядеть ее так, как она должна выглядеть правильно. И выглядеть правильно она должна вот именно с таким хвостом. И для того, чтобы это было реализовано, используются OpenType фичи и специальные буквы с специальным суффиксом. В данном случае суффикс у нас идет local bash, ну, BSH, который говорит нам о том, что когда пользователь переключает раскладку на башкирский язык, то все вот такие буквы в его тексте превращаются вот в такие буквы. То же самое у нас с болгарской кириллицей работает. Если мы посмотрим на строчные символы, то обычная буква, например, где тут у нас кириллица? Обычная буква D, G, G, Z, I, V и так далее выглядит иначе. Они выглядят вот так. У нас V, G, D, G, Z, I. То есть в большинстве кириллических языков буквы выглядят вот так, но как только пользователь переключает раскладку на болгарскую с соответствующим суффиксом букв, у нас подменяются и выглядит вот так. То есть вот так выглядит обычная кириллица в большинстве языков. Это то, что мы с вами в одном из предыдущих уроков разбирали. А вот так выглядит она в специализированной версии этой кириллицы. То есть это такая штука, которая нужна только там определенному количеству людей, и делается это все на автомате. И для того, чтобы она была реализована, используется OpenType фича под названием Local. Вот она у меня здесь автоматически сгенерировалась, и она говорит нам: при переключении на раскладку болгарскую возьми кириллическую букву D и переделай ее на болгарскую версию кириллической буквы D. Или, например, там кириллическую P на болгарскую версию болгарской версии P. То же самое у нас с башкирским языком, с чувашским, с македонским, с сербским. Для латинских у нас есть молдавские языки, которые меняют S сидилию, вот такую в большинстве языков, на специальную S с вот такой вот точкой запятой. Или, например, I, акут, J нужно поменять на вот такую версию с двумя акутами. Польская локальная диакритика — это у нас обычный О акут с обычным акутом, который меняется на точно такой же акут, но, как видите, он немножко отличается. Он у нас под разным наклоном. Вот если я посмотрю их сюда, мы увидим, что у нас акуты немножко отличаются. Причем в самом глифе это также отражается. Вот у меня глиф с обычным акутом, вот он, мы его видим, и с версией для польского акута, ну, который немножко по-другому называется, не помню, как он называется. В общем, идею вы поняли. То есть я прям под конкретную локальную группу языков делаю отдельные версии символов, которые автоматически подменяются, когда пользователь просто переключает раскладку. Мне придумывать, как это писать в фичах, не нужно. За счет того, что у меня здесь есть такой специальный суффикс в виде local и название языка, он у меня автоматически вот здесь добавляется. Мне даже особо делать тут ничего не нужно. В общем, к чему это все нужно? Покопавшись в диакритике, вы в целом узнаете много нового о буквах, и это вас заинтересует и как-то замотивирует делать еще больше интересных глифов в вашем шрифте, и тем самым это увеличит аудиторию пользователей вашего шрифта и заинтересует вас как-то дальше развивать ваши проекты и добавлять большое количество диакритики в все ваши шрифты. То есть это такая вот штука, которая позволяет вам выйти за рамки классической латиницы от А до Z и кириллицы от А до Я. Когда вы начнете ковырять, изучать вот эти все пропорции, понимать, где какой нужно использовать хвост и так далее, это прям вот повысит уровень вашего профессионализма на очень, на несколько уверенных ступеней, и тем самым вы просто еще больше погрузитесь в эту тему. В общем,
изучите те статьи, которые я вам показывал в одном из предыдущих уроков, и скачайте мой шрифт Zasker, посмотрите, как это реализовал я, и попробуйте применить это в своем проекте, потому что я много достаточно времени потратил и консультировался с людьми, которые разбираются, как именно лучше сделать тот или иной диакритический знак, поэтому в большинстве моментов мой шрифт достаточно правильно сделан, поэтому можете на него ссылаться. В большинстве своих, вот там, если в чем-то сомневаетесь, посмотрите, как это сделал я, посмотрите, как это сделали еще несколько других шрифтовых дизайнеров в шрифтах, которые вам нравятся, которые считаются качественными, и выведите свое какое-то среднее значение того, как лучше сделать конкретно в вашем шрифте. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.